Масштабная переброска сил РФ, 115 тысяч солдат у границ, куда дальше. Польша выставляет счет, посчитано все до копейки, раздор из-за помощи Киеву и отчет времени для Зеленского. Россиян призвали покинуть Крым, обращение к гражданам и военным. Путин срочно отдал приказ силовикам. В чем его суть и какой запрет внезапно сняла Москва? Заявление об ударах возмездия и захвате Одессы. А еще удары по китайскому десанту, новое решение Казахстана и внезапное отстранение президента. Свои пошли против. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 11 июня на календаре. Спасибо, что ищете и находите выпуски вручную. Спасибо, что смотрите меня, имея подписку на канал. Я начинаю. Зеленский направляет помощь НАТО. В Латвию срочно отправляют украинских военных экспертов. Они помогут стране усилить защиту от беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. А в этом году дроны уже несколько раз нарушали воздушное пространство страны. И, по словам премьера, украинские специалисты с боевым опытом уже на следующей неделе оценят латвийскую систему защиты и определят, какое оборудование необходимо для борьбы с подобными угрозами. Кулбергс также признал, что традиционные методы НАТО не всегда эффективно справляются с беспилотниками. Напомню, накануне Зеленский и Кулбергс подписали соглашение Drone Deal. Оно предусматривает обмен технологиями, финансирование украинского оборонного производства и развитие совместной системы защиты неба. При этом в мае премьер-министр страны и министр обороны ушли в отставку из-за залетов украинских дронов на территорию Латвии. Тогда разразился большой скандал, почему БПЛА не были сбиты. Страны Балтии считают, что нарушение воздушного пространства украинскими БПЛА – это следствие работы российской РЭБ и в целом войны против Украины. Беженцев становится больше. Число украинцев под временной защитой в Евросоюзе продолжает расти. Согласно свежим данным Евростата, на конец апреля такой статус имели уже 4 миллиона 370 тысяч человек. За месяц их стало почти на 43 тысячи больше. Это больше, чем население некоторых европейских стран, например, Хорватии, Словении или стран Балтии. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия. На эти три государства приходится более 60% всех получателей временной защиты в ЕС. При этом крупнейший прирост за месяц зафиксирован в Польше. Вот что пишет Евростат. Количество людей под временной защитой увеличилось в 24 странах ЕС и снизилось в 3 странах. Наибольший абсолютный рост был зафиксирован в Польше – почти 10 тысяч человек, в Италии чуть больше 7 тысяч и в Германии 4705 человек. Наибольшее снижение отмечено во Франции – на 440 человек меньше, а в Ирландии количество людей под временной защитой уменьшилось на 125 человек. Посчитали все до копейки. В ЕС разгорелся спор из-за миллиардов евро, выделенных на помощь Украине. Польша требует вернуть ей каждый евро за уже переданное Киеву оружие и рассчитывает получить около 450 миллионов евро компенсации. Проблема в том, что в Европейском фонде мира сейчас есть только 6,6 миллиардов евро, которые были недавно разблокированы Венгрией, тогда как страны ЕС суммарно потратили на военную помощь Украине около 43 миллиардов евро. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предлагает разделить доступные деньги между всеми странами, компенсировать лишь часть расходов и одновременно направить часть средств на новые закупки оружия для Украины. Цитирую. «Польша этот план отвергает. Эти деньги наши. Это наши деньги», заявил Цезарий Томчик в разговоре с журналистом РМФ-ФМ, подчеркнув, что Варшава будет добиваться возврата каждого евро. «На практике меньше денег означает меньше средств на вооруженные силы», добавил он. Польская сторона обвиняет Брюссель в том, что тот пытается изменить правила игры уже в ходе самой игры. Германия, наоборот, считает, что деньги должны работать на поддержку Украины, а не возвращаться в национальные бюджеты. Тем более, что Берлин в этом году сам выделяет Киеву 11,5 миллиардов евро. Польские медиа пишут, главная причина спора – желание Варшавы вернуть деньги тем, кто первым вооружал Украину, и желание других стран отправить эти миллиарды на дальнейшую поддержку Киева прямо сейчас. Время пошло, обратный отчет начался. Польша готова к удару по Украине. Речь, конечно же, не о ракетной атаке, но о мерах, которые будут неприятны Киеву, в частности Зеленскому. Варшава ждет решения Банковой. Министр обороны Польши Косиняк-Камыш
сделал очередное резкое заявление от лица всех военных Польши. Обращение к Зеленскому звучит так: позиция должна измениться. Повод все тот же – присвоение одной из воинских частей ВСУ названия Героев УПА, что вызвало жесткую реакцию Варшавы. Теперь соседи Украины говорят о необходимости лишить Зеленского высшей государственной награды страны ордена Белого Орла. Министр обороны Польши напомнил, что уже провел серию переговоров с правительством и администрацией президента Украины по этому вопросу. Высшее военно-политическое руководство Польши заявило, что пока вопрос на паузе, и все ждут лишь реакции Банковой. Мы ожидаем изменения позиции Украины. Не может быть так, чтобы воинской части присваивалось имя героев УПА, когда известно, что это вызывает боль, печаль и горечь в сердцах поляков, которые после начала войны открыли свои сердца для украинского народа так, как не сделал никто другой в мире. Зеленский отдал приказ бомбить военные объекты и НПЗ на территории России еще больше и утвердил спецдень – День сил беспилотных систем. Уже сегодня, 11 июня, его впервые отпразднуют украинские военные, которые сейчас сотнями запускают дроны и ракеты по территории РФ и тех территориях, которые не подконтрольны Украине. Заявление прозвучало 10 июня вечером и после серии ударов по Российской Федерации. В сети уже публикуют последствия атаки на Чебоксары, куда долетели «Фламинго». Отмечают, что оборонный завод в НИИР «Прогресс», который производит защитные антенны для российских дронов от средств РЭП, был не сильно прикрыт системой ПВО, а над самим зданием были антидроновые сети, которые не помогли. Россияне при этом записывают видео для соцсетей, в которых говорят, что война пришла уже на территорию России и жить под воздушной тревогой непросто. Считают, что украинская сторона, которая совсем недавно увеличила количество атак по России, уже сделала свое. Послушайте. Морально уже нас изнасиловали просто. Украинцы – это какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. Россиян при этом призвали покинуть Крым. Граждан РФ, которые переехали на полуостров после 2014 года, а также российских военных, украинская сторона призывает выехать. Заявления звучат на фоне ударов и по Крыму, и по трассе под названием Новороссия. Последствия уже, как вы помните, известны. Это проблемы с топливом в Крыму. Одновременно с тем, мониторинговый канал Deep State пишет, что недавние удары ВСУ по мосту в районе Чонгара являются частью стратегии по ограничению военной логистики России между Крымом и Южным фронтом. Отмечу, что накануне в сети появилось фото со спутника, которые показывают последствия таких атак. Утверждается, что под давлением также находятся альтернативные маршруты через Арабатскую стрелку, Перекопский перешеек и Керченский мост, что усложняет снабжение войск. Украинские медиа также публикуют данные о стратегии Киева. Поэтому для нас ключевое сейчас отрезать Крым логистически, демилитаризовать его и сделать невозможным для использования в качестве крупной военной базы. И движение в этом направлении идет, сказал Мусиенко. В Российской Госдуме и в Кремле накануне при этом прозвучали заявления о военной победе в этой войне. В Москве после ударов по Крыму и пожара после, как утверждается, удара беспилотником по музею панораме обороны Севастополя говорят об ударах возмездия и планах взять под свой контроль половину Украины вплоть до Одессы. 115 тысяч военных России на границе с Северной Европой. Москва разворачивает новую ледяную линию у границ НАТО от Арктики до Балтики. Спутниковые снимки, проанализированные журналистами шведских и норвежских национальных вещателей, показывают масштабное строительство военных баз, казарм, складов и инфраструктуры, что говорит о масштабной переброске сил. За последние 2 года темпы модернизации российской армии резко ускорились, несмотря на продолжающуюся войну в Украине. В Печенге, это Мурманская область, всего в 11 километрах от границы Норвегии строятся новые жилые комплексы, казармы и объекты обеспечения для военных, пишет издание. По оценкам аналитиков, численность группировки там вырастет с 7 тысяч до 14-17 тысяч солдат. На норвежской стороне границы сейчас находится около 1500 военнослужащих, а увеличение до 5000 планируется только к 2033 году. Параллельно Россия расширяет военные объекты в Карелии и создает новые штабы и гарнизоны рядом с Финляндией. В
В Калининградской области численность войск на отдельных базах может увеличиться с 3 до 7 тысяч человек, а спутники фиксируют появление сотен единиц техники, утверждают расследователи Норвегии и Швеции. Западные эксперты по-прежнему считают, что после завершения войны в Украине новые базы смогут быстро заполниться опытными российскими военнослужащими, прошедшими фронт. В целом же вдоль всей западной границы Россия сможет сосредоточить до 115 тысяч сухопутных войск. Военные эксперты в Европе предупреждают, что в случае прекращения боевых действий в Украине России может понадобиться всего 2-3 года для восстановления ударного потенциала против НАТО. Москва, напомню, называет происходящее оборонительными мерами, а Путин неоднократно заявлял, что на Западе лгут, когда говорят, что Россия собирается на кого-либо нападать. Киев подтвердил личность убитого российского военного. Полковник Дамир Давыдов, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, погиб при взрыве автомобиля в Балашихе, утверждает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Машина BMW взорвалась почти сразу после того, как водитель сел за руль. Все произошло в микрорайоне Авиаторов, где живут многие военные и где ранее был убит генерал Ярослав Москалик. Кремль накануне подтвердил, что Путин проинформирован о взрыве, но имя погибшего раскрывать отказались, сославшись на следствие. При этом накануне в Кремле было проведено совещание с членами правительства. Путин ничего не сказал об ударе по военному, но при этом срочно обратился к силовикам. Отдан приказ усилить режим защиты. Заявление прозвучало после того, как Путин вспомнил об ударе по общежитию в Старобельске и в контексте летних каникул. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей системе, по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. Президент отстранен. Политический кризис нарастает. Колумбийского президента Густаво Петро временно отстранили от исполнения обязанностей менее чем за 2 недели до второго тура президентских выборов, сообщает газета «Эль Паис». Поводом стали 2 дисциплинарных расследования. Следователи считают, что Петро вмешивался в предвыборную кампанию, несмотря на судебный запрет участвовать в агитации. Дополнительный скандал вызвала публикация президента в соцсетях с фразой «Приветствие Гитлера» в ответ на материал о кандидате от правых сил Абелардо де ла Эсперелья. Решение об отстранении приняла глава комиссии по обвинениям Палаты представителей Глория Арисабалета. Однако его законность уже оспаривают в самой Колумбии. Вот что заявил министр внутренних дел страны. С юридической точки зрения комиссия по расследованиям не может отстранить президента от должности, поскольку она является лишь следственным органом. Сделать это может только Сенат после того, как пленарное заседание Палаты представителей выступит в роли органа обвинения по уголовному или дисциплинарному делу. Поэтому комиссия по расследованиям не имеет полномочий отстранять президента республики, тем более по решению одного единственного депутата. Передышка закончилась. Дональд Трамп вновь угрожает Ирану ударами. Президент США заявил, что готов атаковать Тегеран очень серьезно, поскольку считает, что иранские власти слишком долго затягивают переговоры. По словам Трампа, ранее он дал Ирану паузу по просьбе Пакистана, однако теперь предупредил, что Вашингтон может возобновить мощные бомбардировки. Заявление прозвучало 10 июня вечером. Дополнительным поводом для жесткой риторики президент США назвал вновь инцидент со сбитым американским вертолетом. Отвечая на вопрос журналистов о возможных ударах, Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть право на такие действия. Вот как это прозвучало. Мы будем наносить по ним удары, очень мощные удары. Да, исходя из ситуации с вертолетом, думаю, у нас есть на это право. Я уже несколько месяцев веду переговоры с Ираном, и они должны подписать это соглашение. Это хорошая сделка. Она полностью исключает возможность того, что Иран когда-либо получит ядерное оружие. Но они все время тянут время, не понимают, чего они добиваются. А затем они обстреляли наш вертолет, поэтому мы будем наносить по ним удары. Очень серьезные удары. Удары по китайскому десанту. Тайвань устроил репетицию войны с Китаем. Военные острова отработали сценарий на случай вторжения армии КНР. На условного противника обрушились ракетные и артиллерийские удары. Учения развернулись на 8 локациях и были максимально приближены
к реальному бою, сообщает Рейтер. Для создания зоны поражения, способной сорвать китайскую десантную операцию, армия задействовала разработанные на Тайване ракетные комплексы Thunderbolt 2000, американские гаубицы Паладин, а также артиллерию и минометы. При этом Thunderbolt 2000 впервые за 7 лет применили в таких учениях. Пекин считает, напомню, Тайвань своей территорией и не исключает силового сценария возвращения острова под контроль КНР. Война может произойти в ближайшие несколько лет, ранее заявляли эксперты. Военный вертолет рухнул после взлета, выживших нет. Авиакатастрофа в Пакистане. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на пакистанских военных. По данным армии, транспортный Ми-17 потерпел крушение сразу после взлета недалеко от города Мусаварабад. Точное число жертв официально не раскрывается. Предварительная причина аварии – техническая неисправность. На место прибыли спасатели и медики, начато расследование. Катастрофа произошла в пакистанской части Кашмира, региона, который остается точкой многолетнего конфликта между Индией и Пакистаном. Соболезнования семьям погибшим уже выразили президент Пакистана и премьер-министр. В России отменяют запрет. Roblox возвращается. После полугода блокировки одна из самых популярных игровых платформ в мире снова стала доступна россиянам. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Накануне Минцифры заявила, что договорилась с Roblox о новых мерах защиты несовершеннолетних. На платформе появятся специальные возрастные режимы доступа к играм. Ну и напомню, что Roblox заблокировали в России в декабре прошлого года. Роскомнадзор заявил, что на платформе распространялись материалы с пропагандой экстремизма и призывами к насилию. После блокировки, по словам Екатерины Мизулиной, к ней поступило почти 380 тысяч обращений от детей и их родителей с просьбой вернуть доступ к игре. Игровой платформой Roblox ранее пользовались около 30 миллионов россиян. Меньше неудобных вопросов, меньше стресса. В Казахстане меняют правила. Теперь дела о сексуализированном насилии будут поручать женщинам-следователям. Об этом сообщает Казинформ. По словам заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова, нововведение должно снизить психологическую нагрузку на потерпевших и повысить доверие к следствию. Кроме того, власти намерены ужесточить наказание за сталкинг, то есть навязчивое преследование человека, до 5 лет лишения свободы. Статья за такое преступление действует в стране меньше года. За это время в суд уже направили 83 дела. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно за каждый ваш лайк, комментарий, репост. И если подпишитесь на канал. До встречи уже завтра.